Служба госбезопасности направила в прокуратуру дело против правления компании «Арта-Ф» за предоставление швейной фурнитуры и различного сырья на 6 миллионов евро для производства формы российской армии. С 2023 года эта компания намеренно использовала посредников, в том числе подставных, чтобы скрыть сотрудничество с Россией. Всем привет! Вы на канале Заброшенная Прибалтика. Сегодня мы отправимся на скандально известную фабрику Арта-Ф. Уже более 100 лет она производила швейную фурнитуру, но в 2023 году стало известно о ее сотрудничестве с российской армией. Служба госбезопасности провела обыски и начала проверку. Неизвестно, арестовали руководство завода или нет, но производство остановилось и фабрика буквально осталась брошенной на произвол судьбы, а спустя год она банкротировала. Меня поразило увиденное: склады с кучей сырья, производственные цеха и офисы. Но главная находка – целый чердак новой готовой продукции на миллионы. Приятного просмотра! Посмотрите, какое небо красивое. Походу, я здесь уже не первый посетитель. В общем, собрался я уже было ехать в большое путешествие по Польше и Германии, но буквально вчера мне позвонил мой товарищ, сталкер Лис, и сообщил, что нашел новое интересное местечко. И вот я здесь. В общем, как я понял, это был швейный завод, и закрыли его всего год назад. Вот, походу, приготовили металл на вывоз. Видно, тут все потихоньку зачищают. Вообще, Лис меня предупредил, что здесь могут быть рабочие, но уже вечер. Скоро стемнеет. Я надеюсь, я их не встречу. Вот здесь уже разобрали крышу. В общем, сначала осмотрим все вот эти постройки, а потом пойдем в здание, где было само производство. Это проходная. Закрыто. Здесь, походу, склады. Ух ты!
Это, походу, ткани. Да. Какая она приятная на ощупь. Немецкая ткань. Здесь их много. Тут самые разные цвета. Кассовый аппарат и старые компьютеры. В общем, как я понял по слухам, здесь, на этой швейной фабрике, шили одежду для российских военных. Еще год назад это все работало, но когда об этом узнали, на хозяина завели уголовное дело, и он в попыхах уехал, оставив свой завод. И сейчас этот завод потихоньку распиливают. О, здесь есть проход дальше. Да, вот вижу, батареи поснимали. Часть оборудования, думаю, уже вывезли. Закрываете дверь. Документация, вероятно. «88-й год. Это еще советская документация. Вот схема, чертежи. «82-й год. На календаре 2007. Но это старый календарь. А здесь 2019. А нет, 23. Вот. Это похоже уже на правду. Ого! Здесь еще документация. Рядович
Слесарь-инструментальщик. Выполнил задание пятилетки. Кстати, удобно, что документация прямо в цеху. Если что-то непонятно, можно взять и почитать. На улице уже совсем стемнело. Это как бы хорошо. Рабочие уже вряд ли придут. Но мне придется светить фонариком. Сейчас бы не заблудиться. Тут столько разных помещений, ходов. Куда бы пойти? Что тут? Амперметр, вольтметр. Это, вероятно, самописцы. Их здесь много. Здесь еще один въезд на территорию. Ночью здесь, конечно, немного не по себе. Главное не встретить каких маргинальных личностей. Вообще, как сказал сталкер Лис, где-то тут есть склады с продукцией и цеха со всеми станками. Знаете, что меня спасает этой осенью? Когда на улице дождь, день серый, а внутри какая-то усталость. Мне нужен момент, когда можно остановиться и согреться. Не физически, морально. И я нашел рабочее решение. Это не просто чай, это момент для себя. Сакачай. Когда я впервые его попробовал, понял, это не обычный чай с добавками. Он буквально пропитан соком. Ай, как пахнет. Вот эти бутылки – мой выбор на эту осень. Представьте, чтобы получить 2 тонны этого сакачая, используют 20 тонн свежих фруктов. Берут свежий ананас, чистят, нарезают кусочками и смешивают с чайными листьями, чтобы те пропитались соком. Также делают и с имбирем, чистят, нарезают и смешивают. У меня сейчас имбирный сакачай. Он согревает изнутри, и честно, я чувствую, как организм говорит спасибо в сезон простуд. Балдеж. А ананасовый – это когда хочется чего-то яркого среди серых дней. Завариваю в чайнике и сразу пахнет уютом. Такие бутылки я нашел в Европе, а в России сакачай выпускается под брендом Befruit Bee. Это не просто чай, это приятный способ позаботиться о себе и близких. Классный чаек, правда. Кстати, сакачай в 2023 стал лучшим напитком на выставке в Дубае. В 2024 году попал в топ инновационных продуктов в Париже, а в этом году стал самым инновационным продуктом стран СНГ. Приятно, что мой личный выбор совпал с мнением экспертов. Если вы еще думаете, что подарить близким, коллегам или себе, этот набор можно найти на Озон и Wildberries.
Я оставлю ссылки в описании. А банки по отдельности можно купить в магазинах Метро, Перекресток, Лента, Азбука Вкуса и Вкусвилл. Хорошо почаевничали. Сейчас пойдем дальше изучать завод. Смотрите. Знаете что? Это, походу, большой микроскоп. Вот. Разное увеличение. Да. Год 24-й. Кухонный уголок. Рижская. А тарелки? Опа! Что-то интересное. Дома посмотрю. Это должна быть Рига. Да. Это снова рулоны ткани. Просто превосходно. Здесь, походу, кабинет. Не знаю кого. Какого-то мастера. Вот его рабочее место. Про модернизацию оборудования. План улучшения производства. Здесь как бы сделан ремонт, но все равно ощущается атмосфера советского завода. Смотрите, это нижнее белье, продукция этого завода. А завод был основан, на минуточку, в 854 году. Выходит, что завод проработал больше 150 лет. Вот, на доске подписались ребята-сталкеры. Вообще, конечно, вот даже не верится, что всего год назад это все еще работало. Вот ящики с продукцией. Ну что это? Какая-то, возможно, бижутерия. Не знаю.
Это цепочки или, возможно, молния. Растения умершие. Вау. А здание-то куда больше, чем я думал. Участок резкий. Ощущение такое, будто рабочие вышли и завтра утром придут на смену. Вот снова различные ткани, похожи на изоленту. Но нет, это именно ткань. Походу, в этом цеху их как раз нарезали. Большие полотна на куски поменьше. Тут снова ткани. Эх, жаль, конечно, что столько добра пропадает. А это что за склад? А, тоже ткани. Вот, цвет молоко. Голубик. Эльдорадо. Индиго. Слива. У каждого цвета свое название. Ух! Смотрите, какая алая ткань. Мне вот интересно, будет ли здесь склад с одеждой, с готовой продукцией. Офигеть! Просто посмотрите на эти запасы тканей. Здесь еще продолжение склада. Офигеть. Вот это, конечно, было производство. И сколько разных цветов на любой вкус.
Вот это находка, скажу я вам. Светлая дыня. Олово. Эспресс. Орех. Замша. Мох. Василек. Зеленая оливки. Роза. Интересно, вот как работники не путались в этих всех цветах. Ну-ка, проверим. Нет, света нету. Все эти помещения — это был швейный участок. Это участок сортировки и упаковки. Что за коробки? Грузовой лифт. И лестница. Я так понимаю, здесь всего 3 этажа, а я на 2-м. Это что? Наверное, краски для ткани. Там порошок внутри. Да, вот. Вот. Участок ткачества и крошения. Кульман. И много заводской документации. Смотрите, это советские ГОСТы. Снова чертежи
и прочие документы. Ого! Смотрите, какой сейф. Причем его здесь пытались сломать. И походу так и не сломали. Да, там второй замок. Жесть. Такс. Это медицинский кабинет. В принципе, такой должен был быть на каждом производстве. Это кладовка с техникой. Принтеры, факсы и старые компьютеры. Здесь еще документация. Целые полки. Вот различная техническая литература на русском языке. Это еще советские книги. Вот, например, справочник машиностроения. Москва, 62-й год. Серьезная техническая литература. Вот, смотрите, это образцы различных молний. Собственно, тут снова целый склад такого добра. Ассортиментный склад. Вот еще молнии. О, виды разных застежек. Класс. А это большие молнии. Молнии для куртки великана. Еще какие-то образцы. Может, как раз это образцы для военных форм? Камуфляжные. Вот, смотрите, это крупнейшее предприятие Прибалтики по производству застежек молний и фурнитуры для швейной промышленности. Вот фото завода. Смотрите, Арта сделана в Латвии. Каталог с различными бантиками.
А здесь, похоже, образцы различных кружевных тканей. Красота. Это трикотажное полотно для застежек. Образцы каркасов. А это каталог с аксессуарами для нижнего белья и купальников. То есть здесь, получается, производили в основном молнии, как я понял. И вот еще всякие аксессуары для одежды. Вот эти застежки. А это наклейки. Здесь вводится молния. Говорят, их молнии были известны на всю Прибалтику. Каталог с застежками для молний. Вот они. Самые разные. Ух ты. Класс. А это каталог цветов. Ух ты. Сколько разных цветов молний. Компьютеры. Здесь, походу, кабинет компьютерного мастера. Вот его рабочее место было. Телефоны старые. А здесь, походу, запчасти для телефонов и много проводов. Служба госбезопасности направила в прокуратуру дело против правления компании «Арта-Ф» за предоставление швейной фурнитуры и различного сырья на 6 миллионов евро для производства формы российской армии. С 2023 года эта компания намеренно использовала посредников, в том числе подставных, чтобы скрыть сотрудничество с Россией. Такс.
Я тем временем на 3-м этаже. И здесь, походу, снова были архивы. Да. Посмотрите, сколько разных книг. Личные карточки. По сути, наверное, из-за человеческой жадности вот так кануло в небытие предприятие, бренд с историей в 150 лет, даже больше. Одновременно завораживающее и грустное зрелище этот завод. И здесь снова рулоны с тканью. Да. Сколько их. Это, походу, материал для застежек. Ящик с пуговицами. Кстати, это тоже ведь продукция этого завода была. Вот еще. Это все коробки с пуговицами. Рижское экспериментальное объединение художественной фурнитуры. Смотрите, бабочка. Еще пуговицы. Эти попроще. А здесь какие-то застежки. Фурнитура для одежды на самый разный вкус и цвет. Это, смотрите, бракованные рулоны ткани здесь стоят. Это уже ящик с молниями. Зеленые, черные, бордовые. Вот это я нашел. Склад продукции. Ой-ё! Еще один склад с тканями. Обалдеть. Здесь еще молнии. Разноцветная. Вот
Вот это мощное было производство. Пуговицы под ногами. Офигеть! Это целый склад с пуговицами. Вот это находки. Мне вот интересно, эти рулоны ткани — это продукция или сырье для продукции? Этикетка, если не ошибаюсь, на итальянском. Значит, это все-таки сырье. Тут можно просто несколько дней ходить и это все изучать. Огромное помещение, куча продукции, сырья везде. Молнии. Застежки. Вот, кстати, эти каркасы, я так думаю, возможно, для нижнего белья женского. Если считать в рублях, то тут брошено продукции, ну, на миллионы, это точно. Еще склад, а не просто нескончаемая. Фух. Честно говоря, немного уже устал тут ходить. Уже 3-й час, а мне завтра ехать в большое путешествие. Поэтому пойду на выход. Ремонтный участок. Рабочие столы такие, еще советские. И запах, как должен быть в мастерской. Куча инструмента, станков, продукция. И все брошено. Спасибо всем за внимание. Всем счастливо. И до скорых встреч. А я пошел на выход.